Ветеринар Алексей Викторович работал в небольшой клинике на окраине города и за годы практики привык видеть слезы хозяев, которым приходилось прощаться со своими питомцами. Но история пожилого Николая Петровича и его пса Барса запомнилась ему особенно. 3 дня назад старик впервые пришел в клинику с 9-летним лабрадором, который уже несколько суток не мог нормально подняться на лапы. Во время осмотра Алексей обнаружил у Барса тяжелую инфекцию, требовавшую срочного лечения. Проблема заключалась лишь в одном — стоимость лекарств и процедур оказалась для пенсионера неподъемной. Николай Петрович признался, что Барс был единственным близким существом, оставшимся рядом с ним. Врач объяснил, что без лечения болезнь будет прогрессировать и причинит собаке страшные мучения. У хозяина оставался выбор — попытаться оплатить лечение или провести эвтаназию. Алексей говорил как специалист, не подозревая, насколько сильно его слова ранят старика. Николай Петрович молча достал несколько мятых купюр, поднял своего пса и ушел. Через 3 дня он вернулся. Прижимая Барса к себе, мужчина тихо сказал: «Простите, я смог собрать только на усыпление. Не хочу, чтобы он больше мучился». Врач посмотрел на старика, а затем на собаку, которая из последних сил пыталась поднять голову. В этот момент Алексей понял, что не может позволить им расстаться. Он подошел к мужчине и сказал: «Никуда его не уносите. Мы будем лечить Барса. Деньги не нужны, я сам все оплачу». Николай Петрович не сразу поверил своим ушам. Он лишь крепче обнял собаку и заплакал. Барса оставили в клинике, поставили капельницы и начали необходимую терапию. Первые сутки состояние оставалось тяжелым, но лечение постепенно подействовало. Через неделю пес уже самостоятельно ходил по коридору, а вскоре даже начал бегать. Когда Николай Петрович приехал за ним, Барс сразу узнал хозяина и радостно завилял хвостом. Старик опустился перед ним на колени и долго не мог сдержать слез. Алексей смотрел на них и понимал, что иногда для спасения целого мира человеку достаточно спасти одного преданного друга. Возможно, его поступок был совсем небольшим, но для Николая Петровича он означал еще несколько счастливых лет рядом с тем, кто никогда его не предавал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.